Сегодня научу вас, как избавиться от мышей раз и навсегда. Очень быстро и просто. Натуральное средство, которое помогает избавиться от мышей буквально в 2 счета. В теплице, в огороде. Если вы живете в частном доме, особенно в погребе, мыши часто заводятся, очень сложно их вывести там. И даже в квартире. Буквально за одно применение мыши исчезнут раз и навсегда. И не нужны никакие покупные средства. Даже для этого ничего покупать не надо. Все необходимое есть у вас на кухне. Вы просто про это не знаете. Вы не знаете, что это самое лучшее средство от мышей. Все ингредиенты я уже подготовила заранее. Сейчас расскажу, из чего готовить такое простое и, самое главное, всем доступное средство, от которого мыши просто разбегаются и никогда больше не возвращаются. Этим способом пользовались еще наши бабушки, прабабушки. Вы можете себе представить, сколько лет этому средству? Проверено годами и поколениями. А самое главное, не нужно ничего в магазине покупать. Раньше и не было никаких этих ловушек в магазинах, и тем не менее справлялись, и никогда ни у кого мышей не было. А сейчас такие деньги спускаем порой, а мыши все равно лезут и лезут. Итак, смотрите. Всего несколько простых, доступных, натуральных средств. Мы сейчас их смешаем и получим потрясающую, с невероятным эффектом, такую ловушку натуральную от мышей, точнее. Сделайте так, и вы забудете про мышей. Кошки просто обленятся, некого будет ловить. Итак, давайте с вами приступим. Смотрите, мы смешиваем все необходимые компоненты в одной емкости. И потом покажу, что надо с ними делать. Так что смотрите очень внимательно. Можете ставить на паузу, записывать. Также не забываем делиться этим видео со своими друзьями, соседями по даче, чтобы они также избавились от мышей. Смотрите, в удобной емкости я кладу первый компонент. Это мука. Столовая ложка муки. Есть дома у каждого. Можно ее также заменить крахмалом. Это как бы основа нашего средства от мышей. Даже не только от мышей, но и от крыс. Очень часто, особенно вот сейчас в современных домах, заводятся крысы. Это даже знакомый недавно посоветовал эту ловушку натуральную, потому что у нее завелись, она живет на 1 этаже, у нее завелись в квартире крысы. Можете себе представить? И они прям у нее на полу возле плинтуса выгрызали дырки такие. И спокойно по квартире ходили, как ни в чем не бывало. Она скупила просто все средства в магазине, и ей ничего не помогло. Пока я не рассказала ей про этот способ. Вот она так сделала, и крысы исчезли. И также, конечно же, это средство, оно в первую очередь именно от мышей. Но и от крыс также работает. Итак. Берем столовую ложку муки и добавляем следующий ингредиент. Это пищевая сода. Также есть у каждой хозяйки на кухне. Без нее никуда. И добавляем соду, вот 1 чайную ложечку. И хорошенечко перемешиваем. И следующий ингредиент. Вот в Индии особенно популярна эта специя. Куркума. Мало кто знает, но в Индии абсолютно нет
мышей и крыс. А все благодаря тому, что у них везде и всюду используется эта специя. А мыши ее очень боятся. Именно поэтому в Индии мышей очень сложно найти, их практически нигде нету, потому что везде куркуму используют. Буквально 1 чайную ложечку куркумы также кладем сюда и тщательно перемешиваем. Мука выступает основой для нашего средства, а благодаря соде вот аромат куркумы начинает, он остается в воздухе, да, он ароматизирует все вокруг. Мы этого не чувствуем, а так как у мышей очень тонкое обоняние, они этот запах везде чувствуют и просто не могут находиться там, где есть куркума. Они просто сразу оттуда уходят. Про это мало кто знает, но достаточно 1 чайной ложки куркумы для того, чтобы мыши, ну и крысы, конечно же, раз и навсегда просто покинули то место, где есть куркума. Итак, смотрите, смесь мы пересыпали. И что делаем дальше? Смотрите. Нам понадобится небольшой лист бумаги. Можно взять как обычную бумагу. Можно взять, например, вот такое вот бумажное полотенечко или салфетку. И смотрите, берем ее, вот так вот складываем. После чего берем вот это наше средство, которое мы сейчас с вами сделали. И мы высыпаем его вот так вот в середину. Да? Вот смотрите, вот сюда вот. Все высыпаем. У нас получается примерно 2 столовые ложки. Этого достаточно для того, чтобы защитить помещение большое, то есть и целую квартиру, и дом. После чего мы складываем такой вот конвертик. Вот такой вот конвертик у нас получается. И смотрите, кладем в укромное местечко. Обязательно кладем в частном доме, например, на кухне, где у вас пищевые продукты. Кладем обязательно в погреб, откуда очень часто мыши лезут. У меня обязательно такой конвертик лежит в теплице. Мало кто знает, но в теплице часто мыши туда наведаются и подгрызают и огурцы, и томаты, и перцы. Обязательно в квартире, если мыши или крысы есть, также кладем. Кладем и забываем и про мышей, и про крыс. Просто лежит, и они исчезнут моментально и больше никогда не появятся. Была рада поделиться с вами этим секретом, а вы обязательно делитесь со своими друзьями и близкими. Передавайте добро дальше, и оно к вам обязательно вернется.